Сегодня я погружу вас в мир одной девушки, чье полное имя на YouTube звучит как Hi, I'm Mary Mary. Эта девушка предположительно страдает шизофренией, и всякий новый день и каждая предстоящая ночь оборачивается для нее настоящим выживанием и борьбе с демонами. Ее дом закрыт, у нее нет выхода, остается один лишь вариант – остаться в живых и дождаться нового дня. Приятного просмотра и погнали! Дабы постараться сохранить всю хронологию, мы начнем с того, что вернемся в одну социальную сеть под названием Twitter на 7 лет тому назад, 28 июня 2016 года. Здесь появляется некий пользователь с ником Hi, I'm Mary Mary, и первым ее твитом становится сообщение «Привет, здесь кто-нибудь есть?». Именно с этого твита и начинается история девушки. Первое видео с названием Hello дает нам вводные данные о самой девушке, рассказывая нам, что Мэри живет в копии дома своих родителей. Она всячески пытается выбраться из дома, но у нее это не получается, а значит, она попросту заперта. Все, что связывает ее с внешним миром, это доступ в интернет, но видя то, что никакой активности на посты Мэри не происходит, она считает, что ее никто не слышит и ей не суждено держать связь хотя бы с кем-то. Параллельно Мэри находит профессиональный фотоаппарат и решает снимать свою жизнь, чтобы хоть как-то отвлечься от того состояния, в котором она сейчас пребывает. Во всем видеоролике практически нет звука, и лишь в конце нам пытаются передать внутренний кошмар девушки. Также, начав снимать свою жизнь, она делает еще один твит. Я не знаю, стоит ли это публиковать. Не думаю, что это кто-то увидит, кроме меня самой. Ролик заканчивается тем, что в темное время суток Мэри передвигается с фонариком в руках и натыкается на своего антагониста. Это темная Мэри. Ролик обрывается, и лишь слышны крики о помощи и надпись «Кажется, я здесь не одна». Находясь в своем доме изо дня в день, она испытывает чувство страха и ужаса. Стоя перед зеркалом, она встречает очередного монстра в отражении, который ведет себя достаточно самоуверенно. Порой этот монстр появляется неожиданно и вытаскивает ножи, которые пытается вонзить в Мэри. Также есть человек из тьмы, которого Мэри изначально боится. Становится ясно, что темный человек появляется в момент, когда Мэри пытается уснуть, но это не самый страшный из монстров, которые находятся в доме. Каждый день, находясь в своем доме, Мэри пытается развлекать себя как может, скользить ногами по полу, смотреть в окно и постоянно проверять дверь. Тая надежду, что она окажется открытой, но из раза в раз дверь остается неизменно закрытой. Наступает ночь, и вновь начинаются преследования от темной леди, и в попытках убежать и спрятаться, Мэри открывает дверь и попадает в озеро, из которого постепенно выплывает и оказывается в саду. Теперь наступает временное облегчение, как физическое, так и моральное. Мэри нашла место успокоения, то место, где ее никто не преследует, и оставляя очередную запись в Твиттере, она сообщает о том, что готова сидеть в саду часами, и это одно из ее любимых мест. Постоянно находясь в подвешенном состоянии, Мэри теряет надежду на то, что все может измениться, и лишь мечтает о том, чтобы снова попасть в тот самый сад, через одну из дверей своего дома. И неожиданно для нее она слышит звонок на телефон, который будоражит ее состояние. В надежде она бежит к телефону, чтобы ответить, но взяв телефон, она слышит томный и страшный голос темной леди, которая говорит, что желает уничтожить ее как морально, так и физически. Ее камера остается где-то позади, и когда она желает ее поднять, то не может этого сделать, ведь каждый раз, когда она поднимает ее, камера исчезает. А когда ей это удается, то видеокамера становится такой маленькой, что Мэри надевает ее себе на голову. Взяв нож в руки, Мэри чувствует, что готова противостоять темной леди, и она прямиком бежит на поиски этого монстра. Найдя ту самую темную леди, Мэри вновь испытывает ужас и в ответ получает следующее. «Мэри, сейчас мы сыграем в игру. Ты будешь задавать вопросы и убегать, а я буду отвечать на них, пока не поймаю тебя. А теперь беги». Мэри бежит от монстра и задает различные вопросы. Кто ты? Зачем ты здесь? Как ты здесь появилась? И на любой вопрос она получает ответ, который унижает ее личность.
Темная леди сообщает о том, что девушка сама во всем виновата, что она ничтожество и не способна ни на что, она слаба и будет уничтожена. Мэри готова была бы сдаться прямо сейчас и вымаливать о том, чтобы темная леди ее уничтожила. Но было одно небольшое но. Это подписчики. Те люди, которые, оказывается, все время наблюдали за Мэри, ставили ей лайки, писали различные комментарии, и это подбадривало ее в том, что она не одна. Как бы все ни выглядело мрачно в данном мистическом сериале, все равно можно увидеть то, что было до. А если говорить о конкретных вещах, то у Мэри была подруга, Лиза. Это была одна из лучших подруг, с которой она могла делиться своим мнением, секретами и просто разговаривать. Однажды Мэри опубликовала одну из старых записей, которые сохранились еще до 27 июня 2016 года, время, когда вышла первая серия. В ней на темном экране происходит разговор в машине двух подруг, где Мэри в какой-то момент начинает кричать, злиться от того, что ее не понимают. И в порыве агрессии она шлет свою лучшую подругу куда подальше. В ответ получает: «Окей, Мэри, ты хотела меня оттолкнуть, вылезай с машины, я больше не хочу тебя видеть». Мэри начала извиняться, но оказалось поздно. Дружба была разорвана самой же Мэри. Or are you just mad because I'm not giving you material so you can bitch to your friends about how weird I am? You know, f off, Liz. Get the f out of my car. Wait, Liz, I lashed out. I'm sorry. No, you wanted to push me away, you win. Sorry. Теперь, если мы осмотрим некоторые кадры из сериала, то увидим, как Мэри периодически чешет свою руку и смотрит на нее. Зачем она это делает? Скорее всего, девушка до того, как попала в дом, из которого не может выбраться, употребляла запрещенные вещества. А чесание руки или кадры, где она лежит на полу без сознания, означают ее собственную ломку. А теперь все начинает потихоньку складываться в один пазл. Агрессия на подругу из-за абстинентного синдрома или синдрома отмены, в котором человек не контролирует себя. Ее нервная система расшатана, а значит, все близкие и друзья идут в расход, словно патроны в револьвере. Сейчас мы на том этапе, где поняли определенные и точные моменты. Закрытый дом можно воспринимать как отстраненность Мэри от всего мира. Она закрылась в нем, в двери, которые невозможно открыть. Это не желание открывать свой внутренний мир кому-либо. Темный человек, который преследует Мэри, но все же не такой страшный, это некие сожаления девушки о прошлой жизни. Темная леди – личность, которая поселилась внутри Мэри и тянет ее на самое дно. Но среди всего этого точно должен таиться просвет. В очередной раз, когда Мэри убегала от темной леди, она оказалась в саду, где увидела посреди него девушку в белом, которая сообщает ей: «Не ходи сюда, больше не приходи в сад». Но как можно не приходить туда, где тебе действительно хорошо? Это единственное место спасения, и пока не совсем ясно. Девушка в белом сообщает подписчикам в зашифрованных кодах о том, чтобы они писали Мэри, чтобы та не ходила больше в сад, поскольку это очень опасно. Мэри выходит на прямую трансляцию со своими подписчиками, читая все эти сообщения, но для нее они становятся чем-то ужасным. Непонимание единственных людей, которые смотрят ее, заставляют Мэри грустить и печалиться. Неожиданно снова появляется леди в черном, и в доме происходят страшные звуки, будто из-под него кто-то вылезает. Мэри уходит на пару минут и возвращается в панике, говоря о том, что темная леди дотронулась до нее, хотя раньше подобного не происходило. Она пытается сбежать в сад, но темная леди препятствует ей, и все же с трудом Мэри удается попасть в сад. Она видит, что он стал каким-то странным, тьма проникла в него, погода приняла пасмурный вид, насыщенность и красота исчезла. Начал лить дождь, а спустя мгновение все замерзло и вокруг стал лежать снег. Оказавшись вновь в своем доме, Мэри натыкается на ту самую черную леди и вновь начинает бежать от нее, подбегая к двери, где раньше был сад. Она открывает ее, но внутри просто раздевалка. Никакого сада больше нет. Тогда, повернувшись, темная леди говорит: «Ты никуда от меня не сбежишь, тебе некуда бежать». Теперь сила темной леди выросла в десятки раз, и она применила физическую силу, хотя раньше пыталась давить лишь морально. Она нанесла кучу ударов по Мэри, после выкинула ее в подвал и сказала: «Ты никто». Она потеряла сознание, а когда очнулась, написала в Твиттер следующее: «Больше никакого Твиттера». Это говорит о том, что вера в лучшее потеряна. Мэри чувствует себя разбитой, она потеряла все, в том числе и сад, который хоть как-то утешал ее. Мэри пропала на 8 месяцев из Твиттера, но вернувшись, рассказала о том, как же ей было плохо и какие страдания она испытывала.
Пытаясь отписаться в Твиттер о том, что было за последние 8 месяцев, Мэри не видит никакой обратной связи, а все ее подписчики исчезли, будто это была иллюзия. Финальная сцена расположилась таким образом, что Мэри просит о том, чтобы все это закончилось, и чтобы леди в черном покончила с ней. Та же сообщает: «Я не могу сделать это за тебя, но я могу тебе помочь в этом». Тогда мы видим картину, где Мэри сидит с ножом и практически решается на отчаянный шаг. Как в последний момент слышит уведомление из Твиттера, и не одно. Бросив все, она бежит к ноутбуку, где видит, что ее подписчики ее ждали. После чего она обращается к темной леди и сильнейшим напором говорит о том, что та обманывала ее, вводила в заблуждение и заставляла поверить в то, что все это иллюзия, и она одна. Тогда темная леди отступает назад и убегает. Мэри бежит за ней, но леди врезается в нее и выталкивает ее в сад. Еще в самом начале видео мы могли наблюдать кадры того, как Мэри словила собственной рукой темное пятно. Так вот, теперь в саду оказалась та самая тьма. Она окутывает Мэри и в последний раз пытается загнать ее в тьму. Но Мэри сопротивляется до последнего. Услышав голос, а затем и увидев образ белой девушки, которая говорит: «Ты можешь справиться с этим, но только сама. Я готова направить тебя, но ты должна сделать это сама. Возьми тьму и овладей ей». Образ белой девушки исчезает. Мэри идет по лесу и руками открывает пространство, возвращаясь в дом. Затем, найдя темную леди, она направляет руки в ее сторону и заставляет ее покинуть дом. Слышны крики, вопли, все силы света направлены на тьму, и зло не может выдержать. Оно потихоньку покидает дом. Девушка просыпается посреди своего дома и видит, как солнечные лучи пробиваются через окна. Проходя мимо входной двери, она видит, что дверь наконец-таки открыта. Мэри одевает красивые вещи, красится, идет и берет камеру в руки. Разворачивает к себе и наконец-таки показывает свое лицо полностью, первый раз за весь сериал. Но в моменте можно увидеть, как лицо Мэри становится немного темным. Это говорит о том, что тьма еще осталась в небольшом количестве, но она может больше никогда не проявиться, если девушка сама этого не пожелает. За все 4 года впервые Мэри вышла на улицу и говорит о том, что все закончилось, она победила. Что можно сказать из всего услышанного сегодня? Можно предположить, что девушка была той, кто употреблял запрещенные вещества. Она потеряла всех близких и замкнулась в себя, а позже вещества вызвали в ней галлюцинации. Несколько личностей, которые боролись друг с другом, и затяжная ломка 8 месяцев, которую удалось пережить. В целом, судьба этой девушки смогла сложиться в ту сторону, в которую она пожелала сама, и смогла победить внутренних демонов. Но также существует вариант того, что она изначально была больна шизофренией, и ей каким-то чудом удалось временно победить недуг, найдя утешение в дорогих ей подписчиках и просто зрителях. Каждый персонаж здесь сыграл свою роль, но самое главное, все они созданы из одной Мэри. Вот такая вот история. Огромное спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и напишите в комментариях, как именно вы сами считаете, что происходило с девушкой на протяжении всех видео. А на сегодня все. Всем пока.